Добро пожаловать в Вихаревку, Братский район Иркутской области. Население 21 тысяча человек, и это 269 километр БАМа. Основана была Вихаревка как станция при строительстве БАМа в 1947 году. В 1958 году станция была открыта, а в 1966 году это стал город. Относится к Восточно-Сибирской железной дороге, электрифицирован 25 киловольт переменного тока, а само это здание открыто в 2009 году. Название города дано по реке Вихарева, что в свою очередь названо по имени десятника Вихаря Савина, который в 1630 году был отправлен из Енисейского острога и был убит братскими князцами. Да, это все, конечно, хорошо, но дело движется к закату, и пора искать себе ночлег. Доброе утро и добро пожаловать в комариный рай. Хорошо, что еще мошки хотя бы нет. В общем, ночь пережита, собираться нужно и на вокзал. Могу сказать вот что. Проклятые комары, пока оттуда не выбрался, думал, загрызут там. Зато здесь, подальше от воды, ни в низине, на вокзале вообще, ни комаров, ни мошек, никого. Зато вечером что было? Но ночью подуспокоились. Но утром стоило выйти из палатки, так они сразу проснулись, почуяли свежую кровь и в атаку. Стоит отдельно рассказать про железную дорогу до затопления Братского водохранилища. Сейчас основной ход БАМа проходит от Вихаревки через разъезд Маргудон, далее на Андзёбе, разъезд Галачинский, Подунские пороги, Гидростроитель и Новидим. Помимо этого существует линия Маргудон-Галачинский. На этой линии находится станция Братск, 284 км БАМа, разъезд Маргудон, плюс 15 км этой линии. Далее эта линия идет до неостроенного вокзала Новобратск, который сфотографировать не удалось, но фото из интернета вот. От него далее тупиковая станция Новобратск, куда приходят только пригородные поезда. Это 284 км БАМ плюс 21 км. И путь на Галачинский к основному ходу БАМа. На данный момент сложилась ситуация, что в центральном районе города нет ЖД вокзала, который принимает поезда дальнего следования. Но так было не всегда. Строительство линии Тайшет-Лена велось с 1947 по 1958 годы. Проектирование ЖГС началось в 1949 году, строительство в 1954, а заполнение водохранилища в 1961. В результате этого вышло так, что новопостроенная линия в районе нынешнего Братска была в постоянной эксплуатации всего несколько лет, после чего попала в зону затопления и была разобрана, в том числе и мост через реку Ангару. Кто там еще? Да нет, вот, Гошка. А зачем паровозики? Они проверяют, свалится мост или нет. Не свалится? Да нет, не свалится. Сколько хочешь ставь, все равно выдержит. А ты знаешь, кто его строил? Мой отец. Кто такой отец? Отец. Вот я твой отец.
Именно в тот небольшой период вокзал Братск был центральным вокзалом города. Но после затопления водохранилища вокзал остался на тупиковой линии, которую позже продлили до Новобратска и к разъезду Галачинский. В поиске трассировки старого маршрута помогли геологические карты СССР от 1959 и 1962 годов. Старая дорога продолжалась от станции Братск в сторону реки Ангары. Далее дорога пересекала по мосту реку. После него продолжалась вдоль правого берега Ангары. Дорога шла через множество небольших населенных пунктов до поселка Заярск. Все эти населенные пункты, кроме Заярска, более не существуют и находятся на дне водохранилища. Окраина же поселка Заярск находилась на высоком уступе, в результате этого часть поселка уцелела. Немного после Заярска дорога шла также по берегу реки Ангары, а после заворачивала на север и шла по левому берегу реки Видим, к нынешней станции Видим, где соединяется современная и затопленная линии. На карте от 1962 года этот тупиковый участок еще отображается. Ныне он не существует. Если свести современную и старые карты, то выходит такая картина. Желтым изображена существующая линия от Вихоревки до Видима, красным изображена затопленная линия, фиолетовым показан мост через реку Ангару. По итогу напрашиваются некоторые соображения. Это, пожалуй, самый длинный, 122 километра, затопленно разобранный участок железной дороги за всю историю, который был практически 1/5 всей недавно построенной линии Тайшет-Лена, 690 километров. Старый путь был короче и менее извилистый, чем современный. Сейчас от станции Вихоревка до станции Видим 192 километра, ранее было около 162. Такое расточительство народных денег случилось из-за того, что большие ведомства почему-то не смогли согласовать все эти работы. Но почему? Неизвестно. Добро пожаловать в город Братск, Иркутская область, с населением 225 тысяч человек примерно. Сам город был основан при строительстве ГЭС в 1955 году. Но всякие разные поселки разрозненные, из которых он в итоге был и создан, существовали ранее. И самое раннее известное упоминание это за 1625 год, когда было основано зимовье под братскими порогами. И приехал я на станцию Новобратск. Платформа такая. Тут, конечно, в Братске с железнодорожными станциями, вокзалами полная неразбериха. И есть даже станция Братск. Вот проезжал ее от Вихоревки, но она находится в глубокой промзоне и используется достаточно редко. А это вот такая пригородная небольшая станция, не центральный вокзал города. Стоит внести ясность, что современный город Братск был основан 12 декабря 1955 года из разрозненных поселков, взяв название от рабочего поселка Братск, также вошедшего в новый город, который в свою очередь ранее был основан как поселение строителей, взявшее название от села Братск, Братское, Братско-Острожское, или же, как сейчас говорят, Старый Братск. Старый Братск вырос из Братского острога, основанного в 1631 году казаками. Находился он примерно в 25 километрах к югу от современного Братска в месте слияния рек Ангары и Оки. 29 августа 1961 года закончена эвакуация жителей Старого Братска. 1 сентября того же года считается днем рождения Братского моря, Братского водохранилища. А Старый Братск с тех пор покоится на дне огромного водоема. Одним из признаков Братска является, конечно же, гидроэнергетика. И вот гидроэлектромонтаж, напротив которого находится вот такой вот памятник электрику-монтеру, а сзади находится высоковольтный выключатель на 220 киловольт 1971 года. Памятник Михаилу Ивановичу Баркову, артиллерист, герой Советского Союза. Пройдя через сражение Великой Отечественной войны, уроженец нынешней Новосибирской области, в 1956 году приехал работать в Братск на строительство ГЭС и прожил тут 15 лет. Позднее возглавлял местный пивоваренный завод. Римско-католическая церковь Кирилла Мефодия. Сама община начала складываться еще в начале 90-х, но только в 98 году была приобретена земля, и на ней построен временный храм. В 2016 году храм перестроен.
Но вообще сам приход, первый приход здесь братский католический, был основан в 1934 годах, когда здесь в ссылке находился Антоний Иосифович Малецкий. С одной стороны, он, конечно, по-своему был и рад здешней тишине, но с другой стороны, он расстраивался тому, что здесь не было ни одного католика, кроме него. Музей истории политической ссылки ГУЛАГ, 30-50-е годы и все, что мы так любим, на чем сейчас нынче очень сильно спекулируют. Музей касательно этой тематики появился здесь в 1989 году. Но первый музей, тогда еще в селе Острожное, появился в этом дореволюционном здании в 1913 году. И способствовал этому большевик и борец за установление советской власти Валентин Владимирович Рябиков. Кстати, этот дом еще и называют домом Рябикова. Также касательно этого дома стоит упомянуть, что ранее он находился в другом месте. Но то другое место находится сейчас в зоне затопления водохранилища, и поэтому было принято решение о переносе этого дома. В принципе, еще можно добавить, что и в царское время здешние места были местом ссылки. Так, среди известных ссыльных это протопоп Аввакум, о котором я достаточно подробно говорил в видео про Нарьян-Мар, и также Александр Радищев, поэт, философ, прозаик. И тут же рядом строится еще какой-то новый православный храм. Вышли мы на улицу Кирова. Тут такой, скорее даже не улица, а какой-то бульвар словно, с прогулочной зоной. Правда, несколько перекошенным асфальтом. Драматический театр Братска. Открыт в 1986 году приказом Министерства культуры СССР. Первые 10 лет располагался в приспособленном для этих целей здании, а в 2003 переехал в это новое здание. И рядышком собор Рождества Христова, главный православный храм города. Служба началась в 2007 году. Владимир Ильич Ленин на площади Ленина и, естественно, перед администрацией города. Да и вообще, я скажу, тут простор, простор, простор. Местный театр кукол. Но рядом с ним находится такой весьма миленький, абстрактный паучок. Весьма тут широкая дорога, правда интенсивность движения не соответствует ширине этой дороги, скажем так. Ну и здесь же вот танк Т-34, самолет МиГ-15, какой-то интересный недострой. Ну и мемориал славы. Мемориал славы был открыт к 30-летию
победы Великой Отечественной войны, то бишь 9 мая 1975 года. И имеет высоту 28 метров. Но интересна его конструкция. Он состоит из бетонных блоков, которые внутри полые. И эти блоки сложены в два огня. Вокруг этих огней же находятся серповидные стелы, на которых высечены имена погибших. Сначала их было 1500, потом 1800, сейчас же уже перевалил за 2000 имен. И отсюда сверху с мемориала славы открывается такой вид на Братское море или же Братское водохранилище. Называется «Орбита». Архитектурно-технический памятник эпохи исторического материализма. В советское время с 1963 года станция обеспечивала прием со спутника сигнала сначала одного, а позже двух телевизионных каналов. Местный ДОСААФ. И, как водится, военно-морской флаг, БТР, памятник пограничникам и им флаг, противотанковая пушка, а там у нас БМД и десантники. А это, пожалуй, самое необычное религиозное учреждение города, как по мне, по той причине, что это церковь Благодать во Христе, и относится эта церковь к культуре пятидесятничества, что в свою очередь относится к течению с поздним протестантизмом. Еще раз повторюсь, как бы весьма необычно для здешних мест. Наверное. Это чудный храм, который находится на улице Лесной массив и фактически окружен лесом, лесным массивом. Называется храм всех святых земли российской просиявшей. Весьма забавно, что сюда притащили две железнодорожные цистерны. И вот они используются как емкости под воду, наверное. На. Я тебе все-таки вот так вот дам. Бери. Бери, я сказал. Молодец. Итак, может показаться, что это какая-то междугородская трасса, но нет, это дорога между двумя районами. И нынче это остановка Ангарская деревня. Пора искать ночлег. Замечательная такая гидка о том, что нужно беречь лес.
Доброе, прекрасное утро. Интересная, конечно, вышла ночевка и поиск ночлега, точнее говоря, поиск места, где можно выйти к берегу вот Братского моря, Братского водохранилища. Сначала был путь на Ангарскую деревню. Там, судя по карте, есть еще один съезд от нее в сторону чего-то там. Это чего-то там оказалось стройкой действующей. И там везде знаки: вход, проезд, строго запрещены и так далее. Это 2 километра в одну сторону. Плюс 2 километра, чтобы вернуться обратно. Потом был путь по другой дороге. Ну, от трассы, там, развилка, в общем, да. По другой дороге. Вниз дойти до базы Соболек, по-моему, называется. Да, это километр 800. Ну, в общем, накидываем еще 2 километра. Дошли туда, нам сказали, что там директор ай-яй-яй злой, никого с палатками вот так просто возьмет, взять и не пустит. Хорошо. Но там подсказали, куда можно дойти для того, чтобы все-таки поставиться. И чтобы туда дойти, это еще, получается, 3 километра вроде как. И это турбазы Сосновой, по-моему, или как-то так. Но главное Баба Яга. В итоге мы зашли, мы сказали, хотим палатку, нам сказали, куда идти, в хорошем смысле. И палатки были поставлены, а это было уже вечер. То есть итого мы махнули, сколько? 4 плюс 3. Не, вроде больше махнули. Что-то считал 9. Ну, в общем, 7 километров точно. Но вроде как будто бы даже больше. Ну, ладно. И вот заночевали с таким прекрасным видом. Немножечко с комарами. А теперь птички поют. Так, рюкзаки оставлены там, перейти туда. Сразу при входе встречает бюст Октябрю Михайловичу Леонову. Он был краеведом, журналистом, археологом. Также он был инициатором и организатором десятков экспедиций в зону затопления Братского и Усть-Илимского водохранилищ по выявлению этнографического материала. Автор идей и основатель музея «Ангарская деревня». Культурно-этнографический музей «Ангарская деревня». Этот музей, точнее говоря, имеет две части. Это эвенкийскую часть, которая рассказывает про коренных жителей эвенков, да, и, собственно, про русских жителей. Вход 250 рублей для взрослого. Сначала осмотрим русский сектор. Ожидаемо, как и в любом этнографическом музее под открытым небом, тут собраны постройки, старые постройки, некоторые, конечно, после реконструкции, реставрации, которые отражают, как все было. Вот, например, кузница, конец 19 века, деревня Христофорово, Иркутская область, и иные дома. Самое интересное здесь, конечно же, это Братский острог. Естественно, это не оригинал, новострой, новодел, но есть одна башня, которая оригинальная, которая 1654 года. Сам же острог в целом строился примерно в 1631-1654 года. Вот эта башня теперь изнутри. Напоминаю, что это подлинник того самого Братского острога. Вот как пишут, 3 яруса. И нижний из них это жилое помещение. И вот это сейчас на уровне моих глаз. Как видно, хочешь не хочешь, а приходится кланяться. Вот сидит казак, отдыхает. Въездная башня с въездными воротами. Плюс как раз таки есть дозор отсюда сверху.
чтобы наблюдать, кто там идет, свой, чужой. Опять же низкие двери. Оп. Ну и идти дальше. Михаило-Архангельская церковь 1873 года. И, пожалуй, заглянем в вот такую вот усадьбу. Что вот интересно, здесь ставни, они одиночные, плюс одна большая дверь, а не две, как зачастую бывает. Амбар, инструменты, лыжи вижу, сани. Вот сам дом. Явно готовится куда-то на охоту. Икона. Русская печь. Все просто, все по-народному. Тихо. Ну и спустившись вниз, здесь такой вот берег братского водохранилища на реке Ангара. Правда, почему-то купаться запрещено. Везде надписи. Не знаю. Не знаю почему. Может потому, что музей рядом. Но в любом случае, тут такой бережок. Камушками все обсыпано. И комаров быть, наверное, не должно. Но надо попробовать воду, как она тут. Ну, вполне себе можно было и обмыться. Приятное. Но, естественно, по-северному, по-сибирски прохладное. Уходим из русской части и идем в Эвенкийскую. Вот Эвенкийская. Не очень древняя, середина 20 века. Но все равно это зимовье. Вот это так называемый лабаз. Эвенкийская экспозиция, в отличие от русской, находится вот так вот. Именно в самом непосредственно лесу. Перекладной лабаз. А это вот захоронение. Как написано, воздушное захоронение в колоде. Воздушное захоронение в помосте. И вот там вот православное захоронение Эвенка. Ну и у нас тут еще есть в клетке тот, с кем не хотелось бы встретиться в этой прекрасной тайге. Единственное, что неприятно, это то, что для этого медведя такая маленькая клетка. Ему явно нужно побольше. Ну вот и был пройден маршрут по русской части, по эвенкийской части. И закончился осмотр этой ангарской деревни. Нужно идти дальше. Символ города и градообразующее предприятие – это Братская ГЭС, строительство которой было начато в 1954 году, а первый агрегат запущен в 1961. Промышленную эксплуатацию ввели в 1967. Стоит на реке Ангара и входит в Ангарский каскад ГЭС. Данная ГЭС очень важна для функционирования всей энергосистемы Сибири и питает несколько промышленных гигантов, в том числе Братский алюминиевый завод. При создании Братской ГЭС из зон затопления было переселено 67 434 человека.
Но была и позитивная сторона. Водохранилище станции затопило Подунские пороги и устье реки Оки, которые являлись местами массового скопления и размножения гнуса. В результате его численность в районе расположения станции резко сократилась. В 1963 году братскую ГЭС посетил Фидель Алехандро Кастро Рус. Этимология слова «братск» происходит от русифицированного искаженного названия бурят – браты, братья. В общем, ситуация такая. Поскольку время все-таки у меня ограничено, то пришлось от Ангарской деревни до гидростроителя добираться на такси, на оперативника. Там я скинул вещи и быстро сел на электричку и доехал до другого вокзала, который называется Подунские пороги. Собственно, в Подунском районе этот вокзал и находится. Это 326 километр БАМа. Подунские пороги — это, собственно, от названия порогов, которые были на Ангаре, но которые сейчас скрыты под толщей воды братского водохранилища. Подун происходит же от глагола «падать», и вообще в Сибири подун означает водопад, порог, к примеру. Само вот это здание вокзала, оно 2012 года, но станция была открыта еще в 1961. Электрифицирована переменным током 25 киловольт, относится к Восточно-Сибирской железной дороге. Иван Иванович Наймушин, герой социалистического труда, и один из тех, кто стоял у истоков современного города Братска. В 1954 году инженеры и проектировщик электростанции направили в сибирский поселок руководить строительством ГЭС. У руля Братскгэсстроя он пробыл вплоть до своей трагической гибели в 1973 году. Авиакатастрофа. Останки его были захоронены возле его же детища, плотины Братской ГЭС. Снова пришлось ехать на маршрутке, потому что время. Но зато здесь вот такой вот прям симпатичный дворец искусств. Голливуд, блин. Лучше вот это интереснее будет, чем Голливуд какой-то там. Рядом вот с Голливудом памятник Степану Борисовичу Погадаеву. 9 мая 1944 года при штурме Сапун-горы под Севастополем он закрыл собой амбразуру ДОТа. Естественно, погиб. Посмертно получил Героя Советского Союза. Памятник был установлен в 1977 году. Любопытно, что здесь даже вот на остановках показаны фотографии с турбинами внутри Братской ГЭС. А вот целый мемориальный комплекс уже в честь первостроителей Братска и в честь Ивана Наймушина, который стоит вот внизу, такой начальник, а вверху рабочие, которые создают эту Братскую ГЭС, огромную ГЭС. Братское водохранилище или Братское море, которое стоит на реке Ангара. Ангара же это правый и самый крупный приток Енисей, длиной 1779 километров, и единственная река, которая вытекает из озера Байкал. По этимологии, может быть, с бурятского или с эвенкийского
означает как пасть животного или рот. Производная от этого — это же как разинутый, раскрытый, открытый, а также промоина расселена в ущелье. Самое раннее известное упоминание про эту реку датируется 13 веком и называлась эта река Ангара-Мурен. И тут же недалеко находится вот такая турбина, идентичная той, которая находится внутри ГЭС. И, собственно, въезд и вход на саму ГЭС, а за ней находится район Гидростроитель. Точнее говоря, правобережный район, в составе которого микрорайоны Сухой, Осиновка и Гидростроитель. И вот меня в этом районе сразу встречает танк. И там небольшой мемориал Победы. А вот просто небольшой макет башни Братского острога. Храм Сергия Радонежского. И я уже практически пришел. Такой вот монументальный памятник транспортным строителям Восточной Сибири. А за ним ДК транспортным строителям. Станция Гидростроитель, а по совместительству вокзал в правобережном районе города Братска. Ранее здесь существовала заимка Осиновка. Из-за того, что тут был осиновый лес. В 1954 году приняли решение о строительстве ГЭС. И тогда же определили место этой зимовки, этой заимки под поселок строителей ГЭС. В 1955 году прибыл первый поезд. А в 1961 станцию Осиновка переименовали в Гидростроитель. В 1999 году Осиновка вошла в состав Братска. Находится эта станция на 339 километре БАМа. Относится к Восточно-Сибирской железной дороге, электрифицирован 25 киловольт переменного тока. На этом месте у вокзала Гидростроитель, станции Гидростроитель, заканчивается мое посещение города Братск. Конечно, большие сложности вызывает его распределенность в пространстве, то что от района к району нужно добираться долго и далеко и сложно. Да. Но мне пора дальше.